В далекие времена, когда Limp Bizkit собирали стадионы, я заслушивался Линкин Парком из ржавых шестерок. То и дело доносилась песня «Моя игра», а кто-то упорно пытался передать сжатую песню через экпорт со словами «Не убирай телефон, черт тебя дери». Ну, вернее, говорили немного по-другому. Но смысл был примерно тот же. Порой выходили довольно сносные фильмы. Шутить можно было, если не над всем, то практически над всем. При этом не боясь быть обвиненным в гомофобии, расизме, половой дискриминации или, что еще похуже, в оскорблении чувств верующих. А тот, кого теперь называть нельзя, был еще тем, кого называть можно. Более того, если бы не этот самый тот, то неизвестно, как бы вообще в Голливуде развивался жанр независимого кино, которого в наше время стало очень мало. Но вот, к примеру, за последнее время я могу вспомнить только... Да я вообще ничего вспомнить не могу. В эпоху, когда любой болван, включая меня, может снять свой собственный авторский фильм, никто ничего не снимает. Хотя нет, на определенных сайтах часто выходят авторские короткометражки, хотя там постоянно хромают диалоги, сюжет не всегда глубокий. Да и финал, как правило, предсказуемый. Впрочем, актрисы там даже награды получают. Эвен. Это такой американский порно-Оскар, потому что выглядит даже как Оскар. Во. Ну, я тебе так скажу, учитывая последние тенденции в мире кино, он и значит примерно так же. Причем это касается не только независимого кино, в Голливуде вообще перестали рисковать. В чем дело? У вас у всех яйца отвалились? Киностудиям гораздо проще идти по уже проторенной дорожке, да я бесчисленные армии фанатов по всему миру, снимая очередной сиквел, приквел или ребут. Если Голливуд так и продолжит перетряхивать старье, через 10 лет им и ребутить-то будет нечего. Но в 91-м, задолго до экпортов, на 21-летнего ирландского католика Кевина Смита снизошло прозрение. Правда, случилось оно не в католической церкви, а в кинотеатре «Анжелика». Во время просмотра фильма Ричарда Линклейтера «Бездельник», узрев данное творение, Кевин заявил: «И это считается? Это фильм? Да я могу снять ничуть не хуже». Поэтому уроженец Нью-Джерси, уже успевший поработать в итальянской пекарне, на кладбище, копателем могил. А не поздновато могилы копать? Их никогда не поздно копать. А в тот момент, коротающий свои трудовые будни в магазине видеопроката, в котором он тратил время не столько на работу, сколько на попытки не работать, решил, что хватит уже заниматься всякой ерундой и пора, наконец, делать дело. В 92-м Кевин собрал свои вещички и умотал в Канаду, чтобы поступить там в Ванкуверскую киношколу, потому что в ней была ускоренная 8-месячная программа и, по заверениям тамошней публики, сплошь состоящая из практики. Да и стоила вся эта затея всего $9000, что было значительно дешевле, чем в Америке. Однако, спустя 4 месяца выслушивания теории он понял, что рассказы о том, что Джонатан Демми пытался сказать молчанием ягнят, немного не вяжется с тем, ради чего он приперся в другую страну. Ах, агент Старлинг, вы надеялись вскрыть меня этим тупым инструментом? Но зато он познакомился там со Скоттом Масье, еще одним студентом киношколы. И вот с этим самым Масье Смит решил замутить короткометражку, ведь порой в киношколе им все же давали практические задания. Короткометражка эта задумывалась в виде документального фильма о транссексуале Мэл Де Мэй, для чего приятели отправились на бал трансов. Однако, тусуясь там с разношерстной публикой, парни заметили, что Мэл Де Мэй отчаянно пытается слинять. Слинять решил? Слинять? Слинять? И таки слинял. Все пошло прахом. Никто не знал, что делать. И тогда им пришла в голову гениальная мысль снять документальную короткометражку о документальной короткометражке, которая развалилась. Смысл был такой: они сидели и просто рассказывали о своих злоключениях, а остальные участники делились своим мнением по поводу случившегося. Именно после данного творения Смит понял, что все должно строго идти по сценарию и никаких импровизаций. А еще он понял, что учитывая то, что все их занятия сводятся в основном к просмотру фильмов, то он вполне мог бы это делать совершенно бесплатно в видеомагазине в Джерси. Поэтому за 2 дня до крайнего срока, когда можно было вернуть половину платы за обучение, он снова собрал свои вещички, заключив с Масье договор о том, что тот,
кто закончит сценарий своего фильма вторым, поможет в производстве фильма первому. Вернувшись в Джерси, Смит уже знал, о чем будет его первое творение, так как еще до поступления в киношколу ему на глаза попалось интервью Роберта Родригеса, который уже выпустил своего музыканта. Роберт говорил, что лучший способ снять свой первый фильм – это подвести итоги того, что у вас есть. У него, к примеру, был доступ к автобусу, к гитаре и черепахе, коих он в свой фильм и затулил. У Кевина Смита, по его логике, был доступ к магазину, поэтому он решил использовать его в качестве фона для людей, которые просто сидят там и о чем-то разговаривают. Смелое решение, скажу я вам, учитывая то, что на тот момент доступа к магазину как раз у него не было, ведь он уволился из него аккурат перед поездкой в киношколу. А парень-то хорош, тут даже поспорить не получится. Однако, перекинувшись словечком с миссис Топпер, Кевин не только убедил ее принять его обратно, но еще и позволить там снимать его кино после работы. В первых набросках сценария фильм назывался «Неудобство», и комедией от него ничуть не пахло. В те времена многие фанатели по Твин Пиксу, и Кевин Смит был из их числа, поэтому и его фильм изначально планировался в стиле сериала Дэвида Линча. Это была история о парне, работавшем в ночную смену, и странных людях, посещающих его магазин. В процессе работы над сценарием Смит дал почитать его своему другу Винни, и тот предложил назвать его не «Неудобство», а «Грубые клерки», судя по тому, как они общались с клиентами. Да, еще помню. Название Кевину понравилось, но слово «грубые» он все же предпочел не использовать. Когда сценарий фильма был закончен, Смит прислал его своему другу Скотту Масье, тому самому, с которым у него был договор. Сценарий-то Масье понравился, но нарисовалась проблема, ведь ни сам Скотт, ни Кевин не имели ни малейшего представления о том, как снимать кино, каков должен быть бюджет, сколько нужно тратить денег и на что. В общем, это казалось неразрешимой задачей. Это была математика с подвохом. Математика с подвохом. Все нужно было делать наугад. К счастью, у Смита был номер журнала «Кинематографист», в котором была написана статья о 3 низкобюджетных фильмах, и в этой статье были расписаны их бюджетные расходы. Парни прикинули, что на фильм им придется потратить около 25 тысяч долларов. Денег, разумеется, ни у кого не было. У Кевина, конечно, оставалось в кармане около 5 тысяч долларов, сэкономленных на киношколе. Но этого было явно недостаточно. Закладывать свой участок Смит желанием не горел, да и участвовать в медицинских экспериментах тоже. Поэтому он решил пойти другим путем и заложил свою коллекцию комиксов. Но когда он осознал, что и этого будет маловато, то ему оставалось только одно – открыть ящик Пандоры. В его случае это был ящик с нижним бельем, а под ним лежала коробка с кредитными карточками. Смит никогда и ни под каким предлогом не использовал их, поскольку его ирландская католическая семья считала кредитки делом рук самого дьявола. Но выбора у парня не было. И вот с учетом этих кредиток Кевин в общей сложности сумел наскрести 27 500 долларов. В качестве оператора Масье предложил своего друга по киношколе Дэвида Клейна, то есть в команде нарисовался третий участник, у которого напрочь отсутствовал опыт работы в киноиндустрии. Клейну клерки обязаны своей черно-белой палитрой, ведь в магазине повсюду были флуоресцентные лампы, и он сказал, что из-за их освещения на коже у актеров будет зеленоватый оттенок, и тут же предложил два варианта: либо купить дополнительное освещение, что стоило бы фильму еще около 2000 долларов, либо просто сделать его черно-белым. Как понимаете, выбор был очевиден, ведь Кевин Смит экономил как только мог. К примеру, Kodak предлагала 15% скидку студентам киношколы на свою пленку, и Смит с Масье, разумеется, захотели этим воспользоваться. Идея, в общем-то, хорошая, ведь пленки им нужно было много, вот только при ее заказе парни не учли одного: студенческого билета ни у одного, ни у другого не было. Поэтому, когда при расчете их попросили предъявить документы, они предпочли ретироваться. Смит сослался на то, что у него нет с собой студенческого, а Масье сказал, что оставил свой в машине, в школьной сумке. Но и здесь выход был найден. Они просто спустились ниже и записались на курс понимания вашей гомосексуальности,
который стоил $75, получили студенческие и всучили их продавцу. Главными персонажами фильма являются два друга: Данте, работающий на кассе в магазине, и Рэндалл, работающий в видеосалоне по соседству. Причем оба они имеют реальных прототипов, описывая Рэндалла как раз таки грубого клерка. Это был последний раз, когда я сюда зашла. Будем скучать по вам. Чтоб ты провалился. Попробуй, приди сюда еще. Смит отталкивался от своего друга Брайана Джонсона, который работал в видеомагазине РСТ, но, по словам Кевина, тем не менее, был бездельником, не имеющим понятия, чем по жизни хочет заниматься, а также имеющего отличное чувство юмора и невероятную тягу к приколам над покупателями. Данте же, по своему характеру, был похож на самого Кевина Смита, торчащего на кассе магазина Quick-Stop. И тут вы мне скажете: чувак, ты же говорил, что Смит работал в видеомагазине. Что за хрень? А я вам скажу, что и Кевин Смит тоже думал, что он будет работать в видеомагазине. Однако, когда он устраивался в него, то мистер Топпер спросил, мог бы он еще иногда подрабатывать в Квикстопе. Кевин согласился и в итоге, в основном, работал как раз таки в Квикстоп, а своего друга Брайана Джонсона он устроил в видеомагазин. Изначально Смит сам планировал сыграть Рэндалла, ведь хоть он и был прототипом Данте, но всегда хотел быть таким, как его друг Брайан Джонсон, а Данте должен был играть друг Смита Эрни О'Доннелл, молчаливого Боба еще один друг Майк Беликас. Остальных актеров он собирался найти, устроив прослушивание в театре. Когда об этом узнал Джефф Андерсон, об актерстве доселе не помышлявший, то решил пойти в театр, так как подумал, что там будет много цыпочек, и может ему с какой-то из них удастся замутить. Но все же от нечего делать, он поднялся на сцену и зачитал реплики Рэндалла. Брайан О'Хеллоран, придя в театр, вообще читал произвольный монолог. И вот когда дело дошло до Эрни О'Доннелла, то Кевин Смит всерьез напрягся, так как понял, что он вообще не подходит для роли Данте. Он перекинулся словечком с оператором, и тот тоже ему сказал, что О'Доннелл не подходит для этой роли. Еще он спросил об этом Джеффа Андерсона, видит ли и он, что О'Доннелл не подходит для роли Данте, на что Андерсон ответил: чувак, да даже Рэй Чарльз бы это увидел. В итоге, обмозговав все как следует, Смит решил, что Данте сыграет Брайан О'Хеллоран, Рэндалла сыграет Джефф Андерсон, так как сам он не может запомнить его реплики. Но и ему оставаться без роли тоже не хотелось. Ведь если вся эта хрень накроется медным тазом, то по крайней мере он сможет пересматривать фильм со своим участием во время того, как всю оставшуюся жизнь будет выплачивать долг по кредитным картам. В итоге он решил отвести себе персонажа с минимальным количеством реплик, то есть молчаливого Боба. Но и друзей он также не опрокинул. О'Доннелла он сделал тренером. Потрогай. Да, крепко. Здорово. Теперь у него потрогай. А Майк Беликас в итоге стал тем, кто выслушал вот эту вот реплику. 37. Моя подружка отсосала 37 членов. Подряд? Единственный, кто не вызывал у Смита никакого сомнения, это Джейсон Мьюз. Ведь персонаж Джей полностью был списан с самого Мьюза. Ненавижу мужиков, я обожаю телок. А тебе чего, губошлеп? Что очень интересно, так как сам Мьюз говорил, что не сможет выучить все его реплики и вообще не сможет сыграть этого персонажа. На что Кевин Смит заявил: чувак, в смысле ты не сможешь? Это и есть ты, а все, что говорит Джей, это все, что говоришь ты. В итоге Смиту понадобился месяц для того, чтобы Джейсона Мьюза научить быть Джейсоном Мьюзом. Несмотря на то, что на кастинге Смит собрал довольно большую публику, когда дело дошло непосредственно до съемок, вся она куда-то дружно подевалась. Кто знает, может быть потому, что во время съемок, которые проходили с 11 вечера до 5 утра, все они предпочитали спать. Поэтому к съемкам фильма Смит подключил всю съемочную группу, да еще и подтянул своих друзей и родственников, а некоторые даже сыграли несколько ролей. Скотт Масье сыграл персонажа с говорящей кличкой Снежок, и даже не спрашивайте меня почему. Потом он сбрил бороду и сыграл парня, негодующего из-за того, что не может купить себе пачку сигарет, потому что продавец, видите ли, в рабочее время захотел поиграть в хоккей на крыше магазина. Сестра Кевина сыграла девушку с интересной, по ее мнению, работой. Я же говорю, очень важно иметь работу, которая приносит разнообразие, поэтому я вручную мастурбирую диким животным для искусственного оплодотворения.
Мама Кевина сыграла женщину, которая просматривает каждую бутылку молока в поисках самой свежей. Оператор Кляйн – клиента, который бесит. Но всех переплюнул Уолтер Фанаган. Он сыграл консультанта, который ищет дюжину идеальных яиц. Еще парня, оскорбленного до глубины души из-за пошлых разговоров клерков. Если вы думаете, что это оскорбительно, тогда посмотрите сюда. А также Олафа, кузена из России. Олаф, откуда ты из России? Из Москвы. Который хочет стать музыкантом-металлистом. Олаф, металл. Видишь, у него хавальник металлюги. Он хочет играть металл? Да, у него в Москве своя группа. Кажется, называется «Милая в жопу американские джинсы». Когда съемки, длящиеся 21 день, наконец завершились, актеры вздохнули с облегчением, так как из-за того, что все снимали по ночам, а все они при этом работали на обычных работах, на сон им оставалось всего пару часов в сутки. Но вот для самого Кевина Смита все только начиналось. Он с Масье каким-то чудом смонтировал фильм, не получив при этом рассинхрон между звуком и видео, и подал заявку в EFFM, занимающуюся продвижением независимого кино. К счастью, они одобрили заявку и назначили показ фильма в кинотеатре «Анжелика», в том самом, в котором Смит увидел бездельника. Кевин со Скоттом соорудили плакаты с кричащими названиями и приготовились получать восторженные овации публики. На премьеру фильма собрался весь актерский состав, и вот когда вся банда вошла в кинозал, то с ужасом обнаружила, что он пуст. В нем было около 18 человек. Во время просмотра стояла полная тишина, а потом люди начали понемногу уходить. Единственный, кому нравился фильм, это старичок, иногда смеющийся во время диалогов. По словам Кевина, у него случилась паническая атака, что не мудрено. Долг по кредиткам составлял-то уже 30 тысяч. Все просрано! Через несколько дней Кевину позвонила женщина и представилась как Эми Таубен, на что он, недолго думая, ляпнул: «Да-да, конечно, кто это на самом деле?» Но это и вправду была Эми Таубен, та самая, которая в свое время написала статью о бездельнике в журнале Village Voice. Она попросила, чтобы Смит прислал ей кассету со своим фильмом. Еще через час телефон зазвонил снова, только теперь это уже был Питер Бродерик, который писал для журнала «Кинематографист», из которого Смит черпал информацию о бюджете. И в это же время Джон Пирсон, работающий ассистентом продюсера, а это тот, кто помогает кинематографистам продавать свои фильмы дистрибьюторам в США, решил забросить это гиблое дело, так как давно уже не видел стоящих независимых фильмов. Получил кассету с клерками, а также рекомендации от Эми Таубен и особенно Боба Хоука, того самого старичка, который единственный смеялся во время просмотра «Клерков» в кинотеатре, и который как раз и сообщил о нем и Эми Таубен, и Питеру Бродерику. Первой фильм посмотрела жена Джона Пирсона, так как самого его дома не было, после чего она сказала: «Если ты хочешь завязывать с просмотром независимых фильмов, то «Клерков» тебе лучше не смотреть». В итоге, через несколько дней Кевину Смиту позвонил еще и Джон Пирсон, который «Клерков» просто-таки до дыр затер. Единственное, что не вызывало у Пирсона восторга, это финал. Он сказал Кевину, что он не должен так поступать с Данте, ведь изначально финал фильма был таким. После того, как Эми Таубен написала о клерках в журнале Village Voice, на ее статью наткнулся Марк Таск, ключевой человек из отдела приобретения Miramax. Он написал Кевину и попросил того, чтобы он прислал ему копию пленки. Просмотрев пленку и выкурив косяк, Таск понял, что этот фильм именно то, что им нужно. Ну что? Думаю, все ништяк, бро. Он рассказал о нем в Miramax, и в итоге несколько руководителей, включая и того, кого теперь называть нельзя, а в те времена носящего имя Харви Вайнштейн, решил посмотреть «Клерков». Харви был заядлым курильщиком, а буквально в самом начале фильма пришедший в магазин паренек жестко критиковал эту пагубную привычку и предлагал занять рот не только девушкам, но и парням чем-нибудь другим, к примеру, жвачкой. Сколько вы тратите на сигареты в неделю? 20-30 баксов?
40. 53. $53 в неделю. Но вы даете. Вы отдали столько денег за то, чтобы вас убивали. Вы именно это и делаете. За это так называемое право курить. Есть в этом связь или нет, сказать сложно, но вскоре после этой сцены Вайнштейн предпочел удалиться. Может, как раз для того, чтобы перекурить. В общем, Miramax приняли решение фильм не приобретать, несмотря на то, что молодым сотрудникам он очень понравился. Но клерки не были бы клерками, если б с ними опять что-то не произошло. Господи, что еще должно случиться? Неугомонный Боб Хоук снова пришел на помощь, ведь он был членом комиссии по отбору фильмов на Sundance и, переговорив с Джеффри Гилмором, тогдашним директором фестиваля, он убедил его обратить внимание на данное творение. Гилмору-то фильм понравился, но вот некоторым членам комиссии не особо. В основном против были женщины, коих насчитывалось 3, они считали его сексистским. В общем, начались бурные обсуждения. Смит тем временем так и работал клерком за $5 в час и с 30 тысячами долга за спиной. Как вдруг, прямо в магазине, очередной телефонный звонок. Никогда такого не было, и вот опять. Позвонил Гилмор и сказал: «Все готово, показ будет». На первом показе в Sundance публика встречала фильм овациями. После второго показа, на котором были представители прессы, о клерках написали в Variety, New York Times и Daily News. К моменту последнего показа о клерках на Санденсе уже говорили все. Фильм стал настоящим феноменом, чем воспользовался Марк Таск, сумевший уговорить Харви Вайнштейна прийти на Санденс и еще раз посмотреть фильм. В первые 10 минут фильма Таск, сидящий рядом с Харви, заметил, что он опять начал ерзать и хочет свалить, после чего он ткнул его локтем и сказал: «Просто дождись того, пока услышишь цифру 37». Вскоре Смит услышал смех человека, который буквально заглушал смех всех остальных, и тем самым человеком был Вайнштейн. Актеров на сцене после показа встречали овациями. После просмотра Харви пошел в закусочную через дорогу, куда пригласил и Кевина Смита, чтобы перекусить. Во время перекуса Джон Пирсон отвел Смита в сторону и сказал: «Но мы же понимаем, зачем мы тут на самом деле собрались. В итоге то, что еще недавно казалось невозможным, сбылось. Miramax купила клерков за $227 тысяч. В Америке фильм собрал 3 200 000. Кевин Смит погасил свои долги по кредитным картам и обратно выкупил комиксы. А простые зрители, досмотрев фильм вплоть до финальных титров, ждали новое появление Джея и молчаливого Боба, ведь надпись на экране гласила, что они должны были вернуться в Догме. Если понравился ролик, подпишись на канал, поставь лайк, ну а если не понравился... Ладно, хуй с ним.